Такие компоненты, как, например, богатые кальцием и алюминием включения в метеоритах, предполагают, что изначально весь материал, который мы находим в метеоритах сегодня, когда-то был полностью испарен в протопланетарном диске, то есть все. Он находился в газовой фазе, которая, должно быть, была соответственно горячей. Когда эта газовая фаза начинает остывать, элементы в этой газовой фазе также начинают конденсироваться по очереди. Затем эти элементы оказываются, и, соответственно, минералы также конденсируются в определенной последовательности. И такую последовательность конденсации можно рассчитать термодинамически, и это однажды показано здесь, на этой диаграмме. Вы увеличиваете температуру здесь вправо вдоль оси Х. Это означает, что здесь при высоких температурах практически все конденсируется в газовой фазе. На оси Y показана доля конденсированного газа, то есть сколько газа конденсируется в твердой фазе. И этот газ имел начальный состав Ci. Так что вы просто предполагаете, что у вас есть контур Ci, и он имеет состав, который является полным. Испарился. Конечно, такие счета все еще зависят от других параметров окружающей среды, таких как давление. Здесь можно предположить давление в 100 паскалей. Это такое типичное давление. И что-то, что называется отношением газа к газу, то есть отношением пылевых газов. Чем больше пыли, тем больше кислорода, потому что в пыли в основном силикаты. То есть если пыли больше, то летучесть кислорода выше. Если пыли меньше, то летучесть кислорода меньше. То есть высокая степень окисления пылевых газов, более низкая восстановительная. И в зависимости от этого эта последовательность здесь немного меняется. Обычно не так, чтобы последовательность полностью менялась. Тогда, например, немного меняется ось Х, то есть где именно находятся температуры, например. Теперь давайте посмотрим на эту последовательность конденсации. Итак, при высоких температурах преломляющие элементы начинают конденсироваться первыми. К ним относятся, например, кальций, алюминий, титан или редкоземельные элементы. Соответственно, здесь конденсируется коронет, гипонит, пероскит, геленит, шпинель, акамани, вот и все. Богатые кальцием и алюминием фазы. Эти богатые кальцием и алюминием фазы впоследствии образуют цис. То есть все это является материалом, из которого позже образуется цис или который позже образуется цис. Сейчас в них часто присутствуют кальций и алюминий. Примерно на порядок ниже основных элементов. И вот почему из этих минералов и почему Чи, по крайней мере, на порядок реже, чем основные элементы. Еще немного, так как в других фазах эти элементы также подвергаются комбинированному осаждению или чему-то еще, что конденсируется только при более низких температурах. Но в целом все это такие вещи. Значит, конденсация в этом направлении здесь продолжается до более низких температур. И то, что мы делаем сейчас, это то, что мы смотрим на баланс. Конденсация. Это означает, что в любой момент времени газ и твердая фаза находятся в равновесии. Это также означает, что минералы, образовавшиеся при высоких температурах, полностью реагируют с образованием минералов, существующих при более низких температурах. Они стабильны. Это означает, что эти высокотемпературные минералы, вне всякого сомнения, позже полностью исчезли и больше не существуют. Конечно, на самом деле это не так. На самом деле это скорее похоже на фракционную конденсацию, то есть реагирует только часть высокотемпературных фаз с окружающим туманом, и часть его остается. Реликтовые. Материал ЦИ в основном, так сказать, что-то реликтовое. Это то, что осталось. Это то, что происходит в природе, чтобы сначала понять всю систему, чтобы получить некоторое представление в общих чертах. Конденсация происходит, но имеет смысл взглянуть на эту равновесную конденсацию. Она также представляет собой определенное конечное звено. Ну, это было бы, вот как выглядит последовательность конденсации, когда она находится в равновесии. И тогда вы всегда можете начать немного дробить, а затем посмотреть, как эта последовательность может измениться здесь. Итак, теперь переходим к равновесной конденсации при более низких температурах, и тогда вы читаете диаграмму следующим образом. То есть вы рисуете, например, при этой температуре здесь, при 1350 градусах. Кельвин, например, вы рисуете линию, а потом вы читаете вот это количество конденсированного горячего металлического никеля.
Желтый – вот это количество конденсированного фостерита, синяя часть, затем вот пироксен, а затем анатит внизу. Это означает, что при этой температуре еще нет энстертита. В основном есть металл, форстерит, немного пиксина кальция, анатит. Анатит, более богатая кальцием часть породы, это высокотемпературная версия породы. Тогда конденсация пойдет дальше, и тогда, возможно, ты окажешься здесь при такой температуре. То есть при 1275 градусах. И тогда у тебя будет такая доля металла, ты увидишь, что там почти ничего не изменилось. Это может быть немного и добавилось, но не очень. Но в лесном хозяйстве очень многое изменилось. Он стал намного меньше. Потому что соотношение магния и статита составляет около 1, что соответствует соотношению магния и статита в N-статите. Сначала образуется оливин, хотя содержание магния в цилиндре равно 2, но затем он вступает в реакцию с туманом, с оставшимся газом, который сначала становится богатым кремнием, образовать N-статит. И тогда внезапно появляется весь N-статит, то есть очень много. А потом еще, как я уже сказал, кальций, пироксин и анатит. А потом это смещается дальше и так далее. И вот на этой диаграмме можно увидеть, как здесь контрастирует содержание минералов. Сдвигается. И все эти основные элементы и минералы, которые здесь образуются, фосфорит, гиксин и так далее, которые затем образуют основные компоненты в метеоритах. И это, конечно же, хондрон и матрица. Ну, все это практически материал, который затем образует кондроны и матрицу. В кондрах и матрице также присутствуют металлы или присутствуют сульфиды, которые образуются в процессе всего этого. И вот как работает равновесная конденсация. Как я уже сказал, это дает вам представление о последовательности конденсации в реальности. И вы также находите очень много доказательств этого в кондрах, в зонировании, минералогическом, химическом зонировании и так далее. Что это была не равновесная конденсация, а фракционная конденсация. Но видеть это здесь впервые – это очень хорошо. И здесь следует помнить, что сначала здесь образуются минералы кальция и алюминия, а затем образуются кристаллы, а затем и основные минералы – фосфорит, оливин, пироксен и так далее, который затем создаст основные компоненты, такие как кондрион и матрица. И тогда это будет равновесная конденсация. Предполагается, что в начале нашей Солнечной системы, вблизи Солнца и в протопланетном диске, весь материал был более или менее полностью испарен, то есть находился в газовой фазе. Затем он остывает, и в нем постепенно конденсируются минеральные твердые фазы. И эта конденсация однажды показана здесь, в этой последовательности конденсации. Теперь есть два варианта этой конденсации. Один раз минералы могут конденсироваться, и они снова полностью вступают в реакцию с окружающей средой, образуя новые минералы. Это называется конденсацией равновесия. Или минералы, которые конденсируются, реагируют только частично с окружающей средой или вообще не реагируют с окружающей средой. Тогда это называется фракционной конденсацией, и это показано здесь. На оси Y показана температура, которая уменьшается сверху вниз. А затем на оси X здесь показана степень фракционирования. И это логарифмически. У нас сейчас здесь в самом левом углу степень фракционирования практически равна 0, очень близка к 0. То есть последовательность, которую мы наблюдаем здесь, которая идет вниз, более или менее соответствует равновесной конденсации. И с этого мы начнем. Во-первых, что там происходит? То есть сначала из преломляющих элементов кальция образуются соответствующие фазы алюминия, это что-то вроде корунда, гипонида, мелулида, шпинели и так далее. Это типичные преломляющие фазы, которые мы можем найти позже, например, в ЧИС. Частота которых, возможно, в 10 раз ниже, чем у основных элементов магния, кремния, железа, соответственно, эти фазы все еще встречаются редко. На несколько процентов, как правило, в метеоритах. Затем к нему присоединяются основные элементы, которые затем конденсируются в соответствующих минералах.
Это так, что фостерит, который находится здесь, вот эти оранжевые линии, это фостерит, диапсид, энсатит. Так что пироксены начинаются здесь, сначала с небольшого количества пироксена кальция, а затем линии, которые все еще находятся здесь между ними, затем еще полевые шпаты, вот аннатит и Д, альбит. Так что вот эти линии, которые немного находятся здесь между ними, все они проходят относительно близко друг к другу. Сначала что-то вроде диапсида, оливина, пироксена, а затем полевые шпаты. А также металл, то есть железо как железо-никель. Только гораздо позже появляются сернистые фазы. Вот триулит, а шпинель, конечно, не сернистая, это другая шпинель, это шпинель, богатая магнием. Здесь у нас шпинель, богатая алюминием. А затем прямо здесь внизу идут водосодержащие фазы. Ну, во-первых, это была бы практически равновесная конденсация. Так что же произойдет, если мы увеличим здесь степень фракционирования? И тогда вы увидите, что сначала относительно долгое время ничего не происходило, соответственно, это, конечно, связано с масштабированием здесь. И примерно на уровне 0,2-0,3% тогда что-то начинает меняться. И основное изменение происходит между, может быть, этими 0,2 и, может быть, чем-то вроде 3%. Итак, в этом интервале здесь у нас есть основное изменение. Мы видим основное изменение в последовательности конденсации здесь. Очень заметно, например, что происходит с СО2, то есть кварц или электролитимид Кристофа в другой модификации. И в самом деле мы тоже это видим. Так что когда мы смотрим на кондры в редких случаях, но иногда можно увидеть небольшой узкий венок из СУ2 вокруг этих кондров. Как я уже сказал, относительно редок. Редок, но то, что вы видите, это кондры, богатые кремнием. И богатые кремнием кондроны практически также нуждаются в добавлении в какой-либо форме, скажем, кварца или чего-то еще, что там еще смешано, чтобы они вообще могли стать настолько богатыми кремнием. Это значит, что ты больше не увидишь там такой венок снаружи, который появляется в результате прямой фракционной конденсации, вероятно, с оливками в сердцевине, пироксеном и кварцем, что ты иногда наблюдаешь. Но ты также видишь, что презервативы состоят из пироксена и кварца, смешанных, например, в двух разделенных фазах. И им также практически необходим этот кварц, который вообще может образоваться здесь в результате этой фракционной конденсации. Или просто туманность, обогащенная кремнием. Другие фазы, которые могут возникнуть, например, ультрамидные, наблюдаемые в чем-то вроде NCT. Так что эта фракционная конденсация действительно может быть или действительно необходима для объяснения некоторых наблюдений в прямых конденсатах. И я, возможно, когда-нибудь, потому что это тоже очень важно, я хочу представить это немного подробнее. Итак, если у вас здесь твердая фаза, то здесь оливин в соотношении магний-кремний равен 2, пироксен в соотношении магний-кремний, если это сейчас эйнштадтит. То есть оливин с соотношением магний-кремний равным 2, а пироксен в соотношении магний-кремний, если сейчас это статит, с первого, то здесь у нас есть газовая фаза и солнечная. Соотношение магния и кремния равно 1,5. То есть, если вы сначала извлекаете много магния из оливок, да, магний кремний из 2, это означает много магния, то в газовой фазе у вас будет много кремния. Это означает, что если вы извлекаете много магния из оливок в начале, да, магний кремний из 2, это означает много магния, то в газовой фазе у вас будет много кремния. Если вы затем извлекаете энцертит, то кремний останется высоким, потому что магний извлекается из кремния в той же пропорции. Так что в конце концов, когда вы приедете сюда, когда температура здесь упадет, когда вы приедете сюда, у вас все еще останется кремний. И он может образоваться, когда вы доберетесь сюда, и следовательно, когда вы доберетесь сюда, у вас все еще останется кремний. Фракционности. Это означает, что если исходный оливин здесь реагирует не полностью с пироксеном, а с тем, что осталось от оливина, что имеет место, то мы наблюдаем большое количество оливина. В конце концов, здесь действительно может образоваться этот CO2. И это точно так же, как здесь происходит эта фракционная конденсация. Получается, что тогда там может появиться СУ2. Да, здесь может появиться СУ2. Это означает, что это фракционная конденсация, или если мы посмотрим на раннюю Солнечную систему, посмотрим на метод, посмотрим на элементы управления, то мы увидим совершенно четкие доказательства того, что фактически конденсация прекратилась в начале. Солнечная система и отсутствие равновесной конденсации, что само по себе было ожидаемо. Но это также можно однозначно подтвердить.
Считается, что в протопланетном диске были области, где было так жарко, что весь материал полностью испарился. Это, вероятно, имело место еще до того, как возникли Чи, до того, как возникли Контраны. Значит, действительно в самом начале нашей Солнечной системы. Возможно, это был и более крупный регион. Совершенно очевидно, что это не так. Когда такой газ начинает остывать, минералы начинают конденсироваться из этого газа. И порядок этой конденсации, конечно, очень сильно зависит от температуры конденсации элементов в 50%. И на диаграмме здесь показано, какие минералы конденсируются последовательно. Кроме того, для этого написаны формулы минералов, из которых очень хорошо видно, например, порядок конденсации минералов, от которого зависит 50% температура конденсации элементов. Так что по оси Y здесь показана температура. Практически на другой стороне оси Y также есть список того, какие компоненты или в каких компонентах содержатся различные минералы, какие компоненты. Так что эти минералы образуют. В самом начале этого порядка сначала конденсируются тугоплавкие элементы, то есть кальций, алюминий и так далее. Соответственно, мы находим что-то вроде корунда H2O3, затем что-то вроде гипонита, это оксид кальция и алюминия, также шпинель, пероскит, есть еще что-то, еще грассит и так далее. Значит, весь кальций, алюминий, богатые алюминием оксиды, кальций, богатые алюминием оксиды. Что вы также видите здесь, и что вы должны спокойно себе представить, это то, что при высоких температурах не обязательно происходит конденсация. И это всегда означает, что там конденсируются только тугоплавкие элементы, потому что кислород, который является очень летучим элементом, также конденсируется, например, в оксидах, но поскольку он соединяется с тугоплавкими элементами, он присутствует и в высокотемпературных конденсатах. То есть летучий элемент может содержаться и в высокотемпературных фазах. Другим примером может быть марганец в оливине или что-то в этом роде. Ты должен всегда помнить, что это не только температура конденсации, но и просто то, в каком минерале элемент стабилен. Все эти богатые кальцием и алюминием оксиды, некоторые силикаты здесь, в случае миелита, образуют Chi-AOA. Это все преломляющие элементы здесь между примерно 1700 и, возможно, 1400 кельвинами. После этого начинают колонизироваться основные элементы, основные минералы, то есть магний, кремний, железо – это основные элементы. Соответственно, здесь у нас есть фостерит с большим количеством магния, но также и кремний, энстертит с большим количеством магния и кремния. Конечно, должен называться Si2O6. Вот металл. А затем начинается анатит, который является кальцинированной породой, и здесь тоже начинается конденсация. И все эти минералы мы находим в кондрене и в матрице. И это только основные элементы, которые, возможно, доходят до 1230 Кельвина. Затем идут изменчивые элементы. И опять же вы можете видеть, что оливия все еще существует, только теперь она богата железом. Потому что железо конденсируется при несколько более низких температурах. Ты ведь знаешь это по тигару, форстриту, огню, форстриту при температуре около 1800 градусов, форстрит тогда как-то. Форстриту при температуре около 1800 градусов. А потом, может быть, зажжем что-нибудь при 1200 градусах. Соответственно, и пероксим с добавлением железа. А вот плейглас, где есть натрий, который также является летучим элементом. И сера, которая также является летучим элементом, появляется позже. Все это происходит, может быть, до 46 градусов. А затем появляются минералы, которые, возможно, образовались не только в результате конденсации, в этом весь смысл, но и в результате изменений в материнском теле, который мог образоваться очень часто. Это очень летучие элементы, но также часто и водосодержащие элементы. Так что в большинстве случаев здесь присутствует N2O, что-то в этом роде. Это включает сульфаты, филосиликаты, магнетит, карбонаты.
Как я уже сказал, но это также минералы, которые обычно образуются в результате изменений в материнском организме. Если вы не найдете их сейчас в метеорите, пойдите и скажите: хорошо, это все конденсаты при низких температурах. Очень часто это просто продукты изменений. В любом случае, таков порядок конденсации минералов с прямой связью, которую вы можете увидеть здесь, с температурой конденсации 50%. Стихия. И основные минералы здесь только перечислены здесь. Это те, которые вы могли бы приблизительно себе представить. Запомни. В космохимии очень важно знать свойства различных химических элементов. И мой коллега однажды начал эту систему переменных для космохимии, и я продолжил ее. Большая часть этого, конечно, говорит сама за себя. И поэтому я очень кратко остановлюсь на различных данных здесь. Так что для каждого элемента здесь есть эти разные данные. Например, что-то вроде температуры конденсации 50%. Теперь элементы конденсируются не как элементы, а как правило в фазе, в минерале. Например, в фастриде и энсертиде. Вот здесь можно посмотреть, в какой фазе они конденсируются. Тогда есть что-то вроде солнечной частоты, которая может быть очень полезной, атомного веса, но также и концентрации CI, которая вам нужна чаще. Так же, как и ты, самый обычный. И это тоже очень практичное число. Это коэффициент преобразования оксидного элемента. Итак, если в публикации вы указали элементы в оксидах, но вы хотите знать их в элементах, поэтому вы хотите преобразовать No в Mn, тогда вы можете взять этот коэффициент преобразования. Конечно, происходит наоборот, если вы переводите это из обратного. Например, коэффициент пересчета можно преобразовать из марганца в оксид марганца. Тогда, наконец, есть данные об изотопах, то есть сколько стабильных, долгоживущих, короткоживущих изотопов имеет этот элемент, а также кое-что о наиболее распространенном ротонуклеусе и так далее. Способ распада. Это относится к каждому элементу. Тогда здесь есть еще одна цветовая кодировка, которая разрешена здесь внизу. То есть красным цветом выделены элементы-факторы, желтым основные элементы, а затем изменчивые, очень изменчивые элементы. И соответственно или также указано, что здесь диапазон 50% температуры конденсации соответствующих элементов или именно этих космохимических классификаций. Рефакторинг основной и летучий. Тогда есть еще эти натянутые и ненатянутые поверхности для отдельных символов. Или гидрофильный, то есть палладий, иридий, осмий и так далее, все это гидрофильные элементы, тогда как, конечно, такие вещи, как хром, магний, алюминий, кремний и так далее. Все это литофильные элементы. А ведь есть еще цветовая кодировка самих элементов. Большинство здесь черного цвета. Это означает, что для Земли это действительно очень специфично, только для Земли. В нормальных условиях здесь эти элементы встречаются постоянно. Затем что-то вроде ртути или брома в жидком состоянии, и зеленые – это все элементы, которые присутствуют здесь у нас. Газообразное месторождение. И тогда можно очень хорошо использовать эту периодическую таблицу, эту космохимическую периодическую таблицу, чтобы очень быстро получить представление о свойствах различных элементов. Космохимических свойствах, прежде чем мы начнем изучать их. Всем даже смотреть. Химический состав метеоритов в целом. А также минералы в этих метеоритах – важный широко используемый инструмент для понимания процессов в ранней Солнечной системе и в протопланетном диске. Например, наблюдаемое вами неустойчивое истощение или фракционирование элементов между различными фазами. Теперь, чтобы иметь возможность интерпретировать этот состав, вы должны знать космохимический характер различных элементов. Этот космохимический характер для различных элементов когда-то был обобщен в этой таблице здесь. Начнем с того, что здесь выделяются две группы. Однажды есть литофильные элементы. Это те, которые содержатся в силикатах и, соответственно, образуются в оксидах. Во-вторых, есть цитрофильные и шелькофильные элементы, которые образуются из металлов и сульфидов и, соответственно, содержатся в них. Далее здесь происходит своего рода понижение температуры по оси Y, если хотите. Так вот, здесь температура понижается. И эта температура является определенным и очень центральным понятием в космохимии. Это температура конденсации 50%. Это означает, что при определенной температуре конденсируется 50% элемента.
Может быть, при 1500 кельвинах или что-то в этом роде конденсируется 50% алюминия. Это не алюминий в определенной фазе, это алюминий в корунде. Или что-то в этом роде, это была бы температура конденсации этой фазы корунда или геленита или чего-то еще. Ну или это действительно просто элемент. Так что это очень концептуальный способ взглянуть на это. И вы также получаете эту температуру конденсации 50%. Расчеты термодинамической модели. Эта температура также зависит от давления окружающей среды. И это здесь в данном случае 10 паскалей. Так что если бы давление было немного другим, эти температуры здесь тоже были бы немного другими. Теперь вы различаете здесь 4 группы. Во-первых, преломляющие элементы. Все они конденсируются при температурах выше 1400 кельвинов. К ним относятся, например, алюминий, кальций и титан. Это те, которые ты должен запомнить здесь. Но также и редкоземельные элементы. И теперь ты можешь немного поиграть с этим и подумать, где эти элементы появляются в метеоритах, например, в кондратах. А фазы, богатые алюминием и кальцием, конечно, есть в ЧИС. Это действительно включение, богатые кальцием и алюминием. Так что здесь уже можно сделать первую ссылку, и, конечно же, именно поэтому ЧИ называются тугоплавкими, потому что в них находятся именно эти тугоплавкие элементы. И они изначально естественным образом конденсируются в определенных минералах, таких как гел, гипонит, шпинель и т.д. Можно предположить, что изначально по крайней мере одна часть протопланетного диска была полностью испарена, то есть была газом, и когда он начал остывать, именно тогда эти преломляющие элементы сначала остыли, конденсированные в этих самых минералах. Сидерофильные элементы здесь можно запомнить, как вольфрам и иридий здесь. Иногда редко можно найти такие высокорефракционные элементы, которые тогда называются металлическими самородками, потому что они конденсируются именно при этих высоких температурах. Например, осмий, конечно, там тоже есть, и другие элементы тоже. Но вот, например, вы можете вспомнить вольфрам и иридий. Дальше идут основные компоненты, которые конденсируются при температурах от 1400 до 1250 кельвинов. И горячие основные компоненты, потому что здесь магний. Магний и кремний конденсируются в литофильных элементах, и это определенно то, что вы должны помнить здесь. Магний и кремний относятся к числу основных элементов, поэтому их здесь также называют основными элементами или основными компонентами. А затем они содержатся во что-то вроде оливина, пироксена и так далее. В отношении сидерофильных элементов в любом случае следует помнить о железе, которое затем конденсируется здесь в виде металла. А также никель может быть в 10 раз меньше по содержанию, но железо всегда называется никель, потому что оно всегда содержится в нем, вы можете это запомнить. Это тоже происходит вот с основными компонентами. И еще кобальт. Дальше идут летучие элементы, которые конденсируются с интервалом от 640 до 1250 кельвинов. И здесь вы можете вспомнить что-то вроде марганца и натрия. Натрий конденсируется, например, в алфавитном порядке. Каменная часть, конечно, также калий, но калия там намного меньше, чем натрия. И, конечно, здесь сначала конденсируется или сначала конденсировалась бы каменная часть, богатая кальцием, которая имеет более высокую температуру. Потому что кальциум здесь наверху является преломляющим элементом. Это означает, что когда скальные пласты конденсируются, они сначала становятся богатыми кальцием. Что касается цитрофильных элементов, здесь, конечно, важна сера, которая затем конденсируется здесь в виде сульфида. И поэтому вы определенно должны знать это здесь, в случае летучих элементов. И к тому же медь. В конце концов, тогда еще очень летучие элементы, которые образуются при температуре менее 46 кельвинов. Это включает в себя что-то вроде благородных газов, а также водород, углерод и кислород. То есть водород, естественно, образует А-группы, минералы, содержащие воду, углерод может присутствовать, например, в карбонатах. А из цитрофильных элементов следует помнить о свинце. Это важно для хронологии. И если вы знаете, что свинец очень изменчив, то вы также можете себе представить, что если свинец является очень изменчивым элементом, то, возможно, хронометры могут быть относительно легко повреждены, если эти элементы находятся здесь, и испытывать более высокие температуры. К тому же здесь очень интересно, потому что кислород здесь, очевидно, очень летучий элемент. Но дело в том, что кислород вместе с кальцием образует основу, и это очень преломляющий элемент.
То есть кислород конденсируется самым первым даже при самых высоких температурах. Правда, не как элемент, но потом как минерал. То есть в этой концептуальной структуре здесь вы всегда должны учитывать, что это очень концептуально. И что отдельные элементы уже конденсируются в фазы при других температурах. Например, кислород, который конденсируется с обычным корундом или другими оксидами с кальциевыми и богатыми алюминием фазами даже при очень высоких температурах. Другим примером может быть марганец, который, как и оливин, является летучим элементом, но, конечно, может конденсироваться с основными компонентами здесь раньше. То есть, если вы посмотрите на это вот так, то сразу поймете, как здесь можно установить связь с тем, что является органическим веществом. То, что вы наблюдаете в метеоритах. И для этого это очень полезно, и вы должны в любом случае знать эти различные группы персонажей, которые, по вашему мнению, могут быть связаны с метеоритами. Итак, литрофильные, сидрофильные и рефракционирующие основные компоненты и так далее, а затем эти выбранные элементы, которого я назвал здесь. И это космохимический характер элементов. Эта таблица здесь показывает некоторые фундаментальные параметры или характеристики кондратов. И это очень хорошо, что у меня есть такое определенное представление об этом. В первой колонке здесь сначала перечислены различные группы кондритов, за исключением негруппированных. То есть здесь выше это угольные кондриты или углистые кондриты, затем обычные кондриты или обычные кондриты, затем здесь кондриты энсатита. А затем следуют хоумоурутис и кокангарис. Во второй колонке, что иногда довольно интересно, а иногда и не так подробно, нужно знать, это названия различных групп кондритов. А в угольных конденсатах различные группы названы в честь типовых метеоритов. В CI, например, в Ивуне, в CM для углеродистых, конечно. В CM для товаров и Мигеля, Орна и так далее. В обычных кондратах они называются не типами, а количеством железа. То есть много железа, высокое железо, мало железа, низкое железо, мало железа и мало металла. И действительно, среди угольных кондратов есть группа, названная аналогично или соответственно, это CH-кондраты. Там H обозначает не тип метеорита, а высокое содержание железа. AL – это снова высокое содержание железа, низкое содержание железа, ромаротин и кокангари. Соответственно, снова в соответствии с их типовым метеоритом. Затем присоединяются фактические параметры, в основном петрографические характеристики. В третьем столбце здесь частота кондров, а кондры относятся к матрице. Вместе взятые к двум наиболее распространенным компонентам в метеоритах. И, соответственно, частоты кондронов часто дополняют почти матричные частоты. В угольных частотах частоты кондронов часто составляют около 50%. В первом приближении. Это не относится к контратакам CI. Они практически состоят только из матрицы, так что здесь на 99%. Остальные всегда примерно на 50%, как вы можете видеть здесь. Исключения составляют, например, контуры CK и CM. Контуры CK, которые были термически достаточно метаморфизованы, представляет собой петрологический тип 4 и выше. И, вероятно, кондроны также были разрушены в процессе, поэтому сейчас их видно меньше. Так что, возможно, и процент кондратов здесь был выше. Кондраты CM часто сильно водянистые, и, возможно, некоторые кондры были разрушены в процессе. Кондриты CH содержат большое количество кондратов, но кондриты CH необычны во многих аспектах. То есть именно в этом, например, петрографическом аспекте. Но также и в их кондратах, которые они содержат и так далее, чего сейчас здесь нет. Как я уже сказал, примерно дополняет матрицу, которая тогда тоже составляла 50 или чуть больше процентов. Так вот, если посмотреть, смотри 20 и 70, то есть вместе 90. CV 40 и 45, вместе 85, то есть матрица кондрина вместе всегда может быть около 90% объема. Средний диаметр конденсата в угольных конденсатах колеблется между может быть чем-то вроде 300 микрометров и может быть миллиметром или 900 микрометрами. Эти очень маленькие контуры в контурах CH опять же довольно необычны. То есть 20 микрометров – это то, чего вы обычно не находите.
но в остальном они примерно в тех областях, где они еще немного меньше. Где также 1 см – это, возможно, немного устаревшее значение, так что опять же это может быть 150 микрометров здесь. Затем Чи, включения, богатые кальцием и алюминием, также имеют очень низкую распространенность. Это происходит потому, что кальций и алюминий как элементы очень редки. Их примерно на порядок меньше, их содержание на порядок меньше, чем магния и кремния, и соответственно их содержание также примерно на порядок меньше. Даже немного меньше, потому что, конечно, кальций, алюминий также присутствует в кондрене и в матрице. И соответственно тогда, как я уже сказал, S очень редки, чаще всего встречаются в кондратах CV, их всего 3% или может быть 4%. Цифры там немного колеблются. В остальном обычно ниже 1%. Да, может быть раз в 1,2% или в процентах по объему. Определение D-частоты также не так просто. Как правило, составляет менее 1% по объему, за исключением случаев сердечно-сосудистых заболеваний. И, наконец, металл. Металл в большинстве случаев составляет менее 5% по объему. Исключение здесь CAR, в нем немного больше. И затем очень четкое исключение CH и CB, но они характеризуются большим количеством железа. И, как я уже сказал, они на самом деле тоже необычная группа. Как правило, меньше, чем 5%. Процент по объему. То есть матрица кондрена в угольных конденсатах может быть 50-50, крис в основном меньше 1, а металл в основном меньше 5%. На самом деле этого достаточно. В обычных конденсатах картина выглядит немного более четкой, так что может быть от 60 до 80% кондрена выглядит так же. В контурах энсатит и матрицы возможно от 10 до 15%, очень похоже на контуры энсатит от 2 до 15%. Так что и здесь кондрон и матрица являются наиболее распространенными компонентами. Кондрон и диаметр немного увеличиваются, от 300 до 900 микрометров, от Хел до Элель. Крис встречаются крайне редко, обычно ближе к 0,81, уже очень оптимистичен. Это обычно значительно ниже 1% по объему, то же самое в энзотитовых контратаках, а также в хроморутии и кокангарисе. Очень редко встречается у многих мужчин. Содержание металла падает от H до L до L. Это тоже как-то интуитивно дает понять, что в Low Iron меньше металла. Но это не обязательно должно быть так, как ты видишь в А и Иль. Это происходит просто потому, что в них также может быть очень много сульфида. В также содержится очень много сульфида. Вот почему, хотя содержание сульфида в металле меньше, чем сейчас, которое здесь не указано, тогда, вероятно, можно было бы получить более 15% от L, где только что было обнаружено большое количество сульфида. В нем меньше железа. У Румарути и Кокагари снова схожая ситуация в кодовых спорах. То есть кондрон и матрица на самом деле не 50-50, но все же очень похожи по частоте по сравнению с обычными спорами или спорами последнего времени. В них явно больше кондрена и значительно меньше матрицы. В Румарутисе и Кокангарисе все довольно сбалансировано. Диаметры кондратов между А и Иль также увеличиваются от А к Иль, как и у обычных кондратов. А в Румарутисе и Кокангарисе у нас диаметры кондов относительно схожи. Ты тоже можешь посмотреть на это в целом. Так что кондры в большинстве случаев встречаются значительно чаще, чем матрица в целом. Диаметр кондров обычно составляет менее 1 мм. Есть макрокондры до сантиметров, но это не так важно. Чаще всего это так 5 плюс-минус несколько процентов, а чиз вообще очень редок, за исключением ссадин. И если ты это знаешь, то на самом деле этого уже достаточно. А потом, возможно, еще узнаешь такие взаимосвязи, как почему это мало, потому что алюминий очень холоден. Тогда это то, что тебе действительно следует знать здесь, и тогда этого будет достаточно. Я покажу здесь два моделирования Мэтью Бейта, основанных на астрофизических моделях того, как могло происходить образование звезд в молекулярных облаках. То, что мы видим здесь, это молекулярное облако диаметром, возможно, в 1 световой год. Мы также видим течение времени наверху и видим, что это тысячи, десятки тысяч лет. Все это происходит сравнительно быстро. Здесь внизу еще одна шкала плотности в логарифмических единицах. Чем она ярче, тем выше плотность.
И при определенной предельной плотности тогда образуется звезда. Мы скоро это увидим. Масштаб также постоянно меняется, просто потому, что плотность меняется на столько порядков, что приходится снова и снова ее сдвигать. Все это 3D-модель, и мы снова и снова видим структуры под разными углами. А потом мы снова и снова можем обнаружить вот такие отдельные нити, вот, например, вот такую нить. И если, как я уже сказал, плотность превышает определенный предел, то здесь начинают формироваться отдельные звезды. И мы также видим, что здесь образуются не только отдельные звезды, но и несколько звезд. И некоторые из них, один из которых летит прямо сюда, на самом деле имеют внешний диск. И это тоже то, что требуется. Нам нужен диск вокруг этих звезд, в котором впоследствии может образоваться материал и планеты. Но мы также видим, что не все звезды имеют диск, а только некоторые. И в некоторых случаях мы также видим, что диск относительно быстро затухает. И если мы посмотрим на шкалу времени здесь, то это испарение происходит довольно быстро, всего за несколько тысяч лет. Так вот, там внизу один улетает, а затем диск очень быстро испаряется. И нам действительно нужен такой диск на всю жизнь. Теперь еще один небольшой повтор, еще несколько деталей. И такой период жизни, такой отрезок, который на самом деле должен составлять несколько миллионов лет, а не просто несколько тысяч лет. Так что тогда это покажет либо ограниченность выпуска таких моделей, но и то, так что там наверху сейчас мы наблюдаем за миром с более стабильным отрезком. Так что возможно это ограничение таких моделей, но возможно и это тоже. Некоторые диски просто испаряются быстрее. Но важно то, что впервые можно получить некоторое представление о динамике в такой области звездообразования, где образуется очень много звезд. И в то же время не только одна. И это показывает, что безусловно есть звезды с этими дисками. Ты также видишь, что это довольно динамично. Здесь внизу снова звездообразование. Это снова повторение Эбена, где диск затем относительно быстро испаряется. И затем снова показано, что сейчас происходит с этим единственным молекулярным облаком. Звезда. И затем есть более поздний расчет. Это еще немного больший диапазон. Это касается не только звездной эволюции, как возможно у Солнца, но и того, как образуется целое звездное скопление. Так что там больше материала, больший объем. И по идее здесь все снова работает одинаково. Как я уже сказал, из-за большего количества материала здесь сейчас образуется гораздо больше звезд. Так что все начинается с разных центров, где образуются разные звезды. Все это немного похоже на пену. И на границах раздела пены плотность достаточно высока, чтобы там могли образовываться звезды. И, конечно, под действием гравитации они также немного сжимаются и объединяются. То есть этот кластер затем объединяется. Многие были бы выброшены. Все они действительно все летают вокруг друг друга гравитационно, и при этом многие тоже вылетают. И это, конечно, уже не та область, где диски действительно могут образовываться вокруг звезд, потому что они просто слишком близко, и диски также быстро разрушаются. Стань. Как я уже сказал, сейчас речь шла не о ранней фазе нашей Солнечной системы, а скорее о том, как может образоваться звездное скопление. Но было бы неплохо получить некоторое представление обо всей динамике, которая может иметь место или которая обычно всегда имеет место при формировании звезд. В последние годы стало возможным, что мы действительно можем наблюдать протопланетные диски с помощью телескопа. И это совершенно потрясающий пример этого. Это Гейл Таури в 54 световых годах от нашей Солнечной системы и протопланетный диск вокруг звезды, похожий на наше Солнце. Другой пример здесь – это Твидр, это в 176 световых годах от нашего Солнца, а также протопланетный диск, вращающийся вокруг звезды, похожий на наше Солнце. Звезда, похожая на Солнце. Снимки сделаны с помощью радиотелескопа ALMA, который представляет собой массив телескопов из 66 чаш, снимающих все в субмиллиметровом диапазоне. И то, что мы видим здесь красным цветом, практически пыль. И самое захватывающее и интересное – это как раз эти пробелы вот в этом пыльном диске. Один раз может быть 20 астрономических единиц, один раз 40 астрономических единиц,
и это такие расстояния, как Сатурн, Уран и так далее. То есть очень известные расстояния от нашей Солнечной системы. И что здесь, конечно, можно предположить, и что вполне вероятно, что это пробелы, которые возникли сами по себе. Планеты, которые в процессе своего образования собрали весь материал, весь газ, всю пыль из этого региона и образовали эти пробелы. Так что есть довольно высокая вероятность того, что мы действительно наблюдаем здесь рождение новой планетной системы. Во всем этом. Но ты должен быть немного осторожен. Есть альтернативные объяснения, где говорится, что это может иметь какое-то отношение к волнам плотности или чему-то еще. Так что еще не все убеждены, еще не на 100% ясно, действительно ли это планеты и стоячие зоны. Но в любом случае мы можем заправиться здесь впервые. Действительно может наблюдать протопланетные диски непосредственно, то есть непосредственно наблюдать, что могло произойти с нами в ранней Солнечной системе. Или как выглядела наша ранняя Солнечная система. Наша Солнечная система началась после коллапса большого молекулярного облака, возможно, такого света в диаметре. Почему оно разрушилось сейчас, не совсем понятно. Возможно, поблизости произошел взрыв сверхновой, который вызвал ударный фронт, а затем, когда он попал в молекулярное облако, оно начало разрушаться. Но также возможно, что просто статистические колебания в таком молекулярном облаке вместо этого приводят к такому коллапсу. Сейчас мы наблюдаем определенные изотопные аномалии в метеоритах, и они на самом деле вполне соответствуют тому факту, что определенный материал был послан сверхновой через ударный фронт, а затем был инициирован в молекулярное облако. То есть это говорило бы о том, что возможно это был такой ударный фронт от сверхновой. Вот здесь показана модель, где такой ударный фронт попадает в молекулярное облако, чтобы посмотреть, что произойдет потом. Потому что нам нужно, чтобы это действительно сработало в самом начале, чтобы оно стало очень плотным в центре такого молекулярного облака или более или менее в центре. Чтобы оно стало очень плотным, чтобы потому что Солнце может зажечь. Здесь есть шкала плотности, и тогда вы можете увидеть, как плотность распределяется здесь в молекулярном облаке. Большая часть этого становится легкой, сдутой, оттолкнутой. Но на самом деле так и есть, что в центре этого молекулярного облака остается очень плотная точка. И тогда это действительно может быть звезда или наше Солнце, которое там образуется. И вокруг этой точки, вокруг этой высокой плотности в центре есть такой определенный диск, который вам тоже нужен, потому что вам действительно нужен этот протопланетный диск, в котором затем может образоваться материал. Так что это настоящее моделирование здесь. Теперь давайте перейдем к более художественному рассмотрению того, как все это могло бы выглядеть. Это просто очень хорошо, чтобы получить некоторое представление. Так что, возможно, это был ранний протопланетный диск, в центре которого находится Солнце, и, следовательно, диск, в котором могут образовываться различные компоненты, которые мы находим, например, в кондратах. И после того, как первые компоненты сформировались, возможно, кондромат и так далее, из которых формируются малые планеты, а затем и планеты. То есть в диске образуются отверстия, в которых планеты затем вращаются вокруг звезды. И на самом деле очень приятно, что с помощью ALMA у вас действительно есть изображения протопланетных дисков, которые фактически подтверждают этот сценарий. Так что, возможно, мы действительно близки к этому. И это похоже на первые этапы, еще до того, как первые этапы нашей Солнечной системы, вероятно, закончились. Начальный состав нашей Солнечной системы раз в этих двух круговых диаграммах, изображенный здесь. Раз протопланетный диск в целом, а затем что-то еще, что называется только металлами. Я начну с протопланетного диска. Там в основном только три категории. Две из них элементы, и один раз здесь водород, и один раз здесь гелий. И это в значительной степени соответствует составу нашего Солнца. Это также ясно, это примерно соответствует молекулярному облаку, из которого образовалась наша Солнечная система. И еще есть что-то с 2%, которое здесь называется металлами. И это также то, как астрономы на самом деле смотрят на периодическую таблицу элементов. Для них есть водород, гелий и металлы. Тогда для космохимии именно эти металлы представляют особый интерес, и они снова представлены здесь. И в этих металлах теперь снова есть разные группы. Там когда-то были камни, и эти камни представляют наибольший интерес для космохимии.
То есть под камнями в целом будут содержаться целые минералы, то есть метеориты, планеты земной группы, астероиды и так далее. То есть из этих вот пород это та часть, из которой затем образовались планеты земной группы и целые планетарные тела. И они составляют всего 0,61% от массы всей первоначальной Солнечной системы, то есть примерно полпроцента. Есть еще разные виды льда, ледр-4, лед H2U, лед N3 и так далее. И это в основном материал, из которого образовались газовые планеты. Это довольно грубо, как наша Солнечная система была составлена в начале. Водород и гелий на Солнце, камни на планетах земной группы, а затем эти льды в первую очередь для газовых планет. Рост материала – один из самых важных процессов в ранней Солнечной системе, возможно, даже самый важный процесс. Наша Солнечная система возникла из молекулярного облака, подобного этому. Глобулы Такери, показанные здесь, возможно, около 1,5 световых лет в диаметре. Такие молекулярные облака, конечно, состоят из газа, но также и из субмикронных мелких, то есть от 10 до 100 нанометровых гранул. Первая структура, которая сейчас сформировалась в системе Фанденсона, была подошвенным диском вокруг Солнца в центре. И в этом протопланетарном диске сейчас произошли первые две стадии роста. На первой стадии роста эти субмикрометровые гранулы превратились в маленькие зерна размером от микрометра до миллиметра, может быть от сантиметра. То есть уже первый рост на несколько порядков. И это объекты, которые мы только что нашли в метеоритах, и поэтому мы знаем, что это должно быть произошло. И два основных компонента, которые также должны каким-то образом представлять эти два основных этапа роста, это матрица и кондрон. Вместе взятые составляют более 95% по объему, чем метеориты. Другие существующие объекты, такие как включения, богатые холодным алюминием, один из которых показан здесь в правом нижнем углу, они также имеют размеры, аналогичные размерам метеоритов. Кондрон. Как именно сейчас произошел первый рост, до сих пор не ясно. И очень сильный подрастает. Сейчас можно представить, что, возможно, именно в кондрах межзвездный материал сформировал скопление предшественников, то есть какие-то пушистые шарики или что-то в этом роде. Они затем ненадолго нагревались, расплавлялись, а затем снова кристаллизовались. И при этом образовались именно эти кондроны, от нескольких сотен микрометров до миллиметров в диаметре. Материал матрицы намного тоньше, от микрометров до может быть 10 микрометров. И это может проявиться только на теле матери. Процессы, возможно, возникли, возможно, все еще содержат межзвездный материал. Это не совсем ясно. Но это первый шаг к росту от субмикрометра до 100 микрометров до миллиметра. На втором этапе роста этот материал срастается с первым шагом роста и образует растительные единицы. Это все еще происходит в протоплантановом диске или на стадии протоплантанового диска. Так вот, здесь показан такой диск хондрита. Там очень много разных цветов, такие маленькие гранулы внутри, такие маленькие гранулы. Это все эти кондры, это обычный хондрит, он в основном состоит именно из этих кондров. И, как я уже сказал, именно из этих микрометровых, миллиметровых зерен образовались растительные мезимали разного размера в диапазоне от метра до километра. Так что на втором этапе снова несколько порядков. На третьем и последнем этапе протоплантальный диск уже не был там должным образом. Тогда это было больше похоже на дебри-диск, так что это были просто фрагменты без газа протоплантального диска. И в результате в конечном итоге образовались планеты диаметром в несколько тысяч километров. И это третья и последняя стадия роста за счет агломерации с этой малой планеты. В целом все это охватывает, возможно, от 10 до 15 порядков величины, то есть огромный рост, который произошел. В три разных этапа: от межзвездного материала до материала, который мы находим в метеоритах, от межзвездного материала до материала из протопланетного диска, который в планетарных масштабах, и, наконец, материал из протопланетного диска, который в планетарных масштабах, и, наконец, материал из протопланетного диска, который в планетарных масштабах, и, наконец, материал из протопланетного диска. Эти планеты здесь. И это последовательность, которую мы до сих пор не очень хорошо понимаем, но остановки или их части, то есть последние, становятся более понятными. Особенно первый кажется особенно трудным. Но этот рост абсолютно центральный, и планет там не будет. И еще интересно, что это произошло в три действительно отчетливых этапа. Очевидно, что это произошло.
И это материальный рост в ранней Солнечной системе. Звезды в основном образуются в скоплениях, то есть более крупные молекулярные облака разрушаются, части в них разрушаются, и именно там образуются звезды. И некоторые из этих звезд, а также протопланетные диски вокруг них. Это также означает, что все эти звезды в скоплении формируются более или менее одновременно. Теперь можно наблюдать эти звезды в этих скоплениях, определять их возраст и выводить из этого средний возраст этих звездных скоплений. И этот средний возраст нанесен здесь по оси Х в миллионах лет. Тогда еще можно наблюдать протопланетные диски, и они имеют избыток инфракрасного излучения. И количество этого инфракрасного эксцесса является мерой того, сколько этого протопланетного диска все еще существует. И это также дает среднее значение для кластера. И это теперь показано здесь один раз по оси Y, так что это доля этого инфракрасного потока. Сейчас мы наблюдаем здесь очень интересную корреляцию. И это происходит с возрастом. Да, так что с возрастом здесь, когда эти звездные скопления становятся старше, доля ближнего инфракрасного излучения уменьшается, соответственно, доля, так сказать, околозвездного диска. Это означает, что примерно через 10 плюс-минус 3 миллиона лет этот диск около Соляриса полностью исчез. И этот примерно 10 миллионов лет сейчас очень хорошо согласуется с тем, что мы датируем в метроидах. Например, кондры образуются в первые 5 миллионов лет нашей Солнечной системы. Первые планеты образуются через несколько миллионов лет, от 3, 4, 5 до, возможно, 10 миллионов лет, в зависимости от планеты Юпитер, Марс и так далее. И это те периоды, когда у нас также исчез протопланетный диск. То есть то, что астрономически наблюдается здесь в этих звездных скоплениях и в этих силкум-селановых дисках, очень хорошо согласуется с тем, что мы знаем о нашей Солнечной системе из метеоритов. И это снова означает, что наша Солнечная система, вероятно, является репрезентативной для других планетарных или солнечных систем. То есть, если мы посмотрим на нашу Солнечную систему, во-первых, сейчас это не какая-то исключительная особая Солнечная система, а скорее типичная. А во-вторых, мы можем многое узнать из нее о других солнечных системах, формировании планет и так далее. И вы узнаете это из жизни этих циркумселановых дисков в этих звездных скоплениях, которые только что появились после 10 миллионов лет назад, очень хорошо согласуются с нашими данными из нашей Солнечной системы. И, следовательно, наша Солнечная система и другие, вероятно, действительно очень-очень похожи в своем развитии.